Всем привет, друзья мои! Сегодня опять зимний поиск золота. Я пришел опять на ту же самую реку, на берегу которой я искал в прошлом видео. И я несколько дней тут подумал, поанализировал о своих действиях в прошлый раз и пришел к выводу. В прошлый раз я бурил скважину разведочную в 50 метрах примерно от берега реки. И все равно на этих 50 метрах есть определенный уклон до воды. И, скорее всего, этот уклон как раз составил 3 метра. Эти 3 метра я лишние бурил. У меня только в конце 3-го метра вода пошла. А к тому времени у меня уже закончились и силы, и глубина бура. Да и смысла нет на такой глубине буриться, потом шурфить на 3 метрах. Короче, та разведочная скважина показала неудовлетворительный результат. И в этот раз я решил подойти ближе к береговой черте. Вот как раз я показываю. Здесь граница кустов заканчивается. Я в кусты подальше забурился. Зайду здесь, с этой стороны кустов буду бурить, чтобы меня не видно было. А здесь не буду поднимать камеру. Вот кусты заканчиваются. Сейчас я так покажу. Вот заканчиваются кусты и начинается береговая линия реки, скажем так. Вот здесь уже кустов нет. Камеру поднимать не буду, потому что здесь буквально в 200 метрах видна инфраструктура, по которой могут определить мое местонахождение те, кто разбирается в этих местах. Вот я уже на воде стою. На льду, получается, вернее, стою. И вот этот береговая линия. Я сейчас буду прямо на берегу буриться. Чуть в кусты зайду подальше, чтобы меня не видно было. Сегодня температура минус 25. Надеюсь, рыбаков не будет, потому что я вообще максимально близко к воде подошел. Обычно там рыбаки все время ходят. Поэтому в тот раз я прятался подальше, поглубже в кусты уходил. Да и дети тут на горках катаются. Это рядом с населенным пунктом. Еще раз говорю, тут рядышком видна инфраструктура, поэтому камеру не поднимаю, чтобы по объектам не смогли прочитать, где я нахожусь. Но сегодня минус 25, поэтому, надеюсь, никого не будет. Ни детей на горках, ни рыбаков на водоеме. Сегодня взял с собой рюкзак, все в рюкзаке спрятал, чтобы не видно было. Но рюкзачок маленький, поэтому колено все равно торчат. Палево такое, получается, шел, но никого не встретил по пути. Все, сейчас буду как можно меньше болтать и как можно больше работать, потому что руки уже задебели. Буду бурить и скоро, надеюсь, уже сразу приближусь к воде. Ладно, все, погнали. Все покажу по ходу пьесы, расскажу. В этот раз взял с собой топор, чтобы пробивать мерзлый грунт. Но удивительно, ближе к воде подошел. Здесь земля мягкая, хотя открытое место, кустов мало. А там в 50 метрах от воды земля была проморожена. Сегодня еще и холоднее. Странно, парадокс. Итак, в общем, рассказываю. Походу из-за морозов происходят проблемы со съемками. Видеокамера замерзает напрочь. Батарейки все замерзли, хотя и во внутреннем кармане хранятся у меня. 3 батарейки уже замерзло. Я сейчас самую длинную запись начинаю перепроверять, как она записалась. И никак не записалась. В общем, остановилась опять сама по себе. То ли камера старая, то ли батарейки уже емкости нету. И камера не вывозит, вернее, батарейки не вывозят потребление мощности у видеокамеры. В общем, собрал бур и прошел уже почти метр. К сожалению, не записался в этот момент. Сейчас поменял последнюю батарейку, еще теплая в кармане была. Значит, верхний слой, вот он, рыжий такой, это плодородная земля получается, вперемешку с рыжей глиной. И в конце метра, вот уже бур почти до ручки дошел, в конце метра пошла синяя глина. Вот видно разница, это самый верх был, это уже низ, на глубине метра примерно. Так что не знаю, сколько длина синяя пройдет. Надеюсь, она скоро закончится. Ладно, бурю дальше. В общем, сейчас палево произошло. Рыбак прошел буквально в 20 метрах от меня. Принесло же леший в такой мороз. Все равно ходят, бродят. В общем, я затихарился, спрятался, ничего не убирал. И не создавал лишних движений, поэтому он меня не заметил. Он, видимо, шел, у него снег хрустит под ногами. И он меня не услышал и не увидел.
Фу, замерз весь, ноги замерзли, пальцы замерзли в сапогах уже. Пенка толстая, но все равно холодно. Руки замерзли, пальцы замерзли. В общем, рассказываю. Уже пробурил 2 метр в глубину. 2 колено закончилось. И все, идет синяя глина. Синяя глина, правда, она уже сырая пошла. Походу, там вода внизу начинается. Не знаю, что дальше делать. Вынимать вообще невозможно. Поршень получается очень тяжелый, глиняный. 2 витка, 2 оборота уже поднять невозможно. Видно, сырая глина друг к другу сама к себе, к стенкам прилипает. В общем, сил не хватает, чтобы поднимать. Сейчас отдохну немножко, подумаю, что дальше делать. Еще там эти рыбаки ходят. Где-то вдалеке еще голоса идут, непонятно. Что их понесло в такой мороз, минус 25. Я уже весь задыбил. Ладно, сейчас подумаю, что делать. В общем, там рыбак идет. Он, походу, обратно возвращается уже. Но он, если сюда шел в 20 метрах от меня, ну, может, в 30 примерно, то сейчас он чуть подальше идет. Блин. Как бы снова сюда не пошел. Ладно. Блин, там еще хруст снега идет. Там, походу, слова неразборчиво, но, походу, как минимум 2 человека идут, если разговоры. Видимо, переговариваются. Ёшкин кот, лишь бы сюда не принесло. Речка-то вот она рядышком. Вот она речка. Вот буквально на берегу нее стою. Там уже лед пошел. Ай, заколебали. Я специально вышел в такой мороз, думал, никого не будет. Нет, все равно идут. Минус 25 температура. Че дома не сидится им? Сейчас я тут постою за кустами, спрячусь. Зашел за такое дерево, хотя бы оно как-то меня маскирует. Ай, блин. В общем, рассказываю. Пробурил уже 2,5 метра, где-то 2,30, наверное. Ну, поменьше, чем 2,5. Но 2 колено там закончилось. Уже в скважине. Сейчас 3 колено идет. Бурить вообще уже супер сложно. Вынимать вообще невозможно. Пол оборота делаешь, уже не поднимается. Там супер засос идет. Поршень заклинивает. Глина к глине прилипает к стенкам. Видно, она уже вся сырая идет. Там внизу вода поступила. Воду вот даже отсюда видно. Там, не знаю, видно вам что-нибудь на камеру или не видно. Но воды уже очень много. Ее давит вверх. Поднимать невозможно. Видно, что земля вся сырая. Не земля, вернее, глина. И вот уже почти 2 метра глина идет синяя. Все никак она не заканчивается. Я уже устал, у меня сил нету, поднимать невозможно. Наверное, эту скважину заканчивать буду. Все-таки возьму вот все, что было в самом низу. Много брать не буду, немножко возьму самый-самый низ. Ладно, в общем, беру промыть и промою в тепле. Ну, бурить уже больше сил нету. Я тут уже целый час замерз весь. Руки на ногах, пальцы замерзли на ногах и на руках. В общем, буду складываться и буду выдвигаться обратно. Минус 25 все-таки это, конечно, сказывается, дает о себе знать. Работать в такую погоду вообще невозможно. Итак, в общем, стал закапывать скважину. Вода уже поднялась почти до самого верха. Вам, наверное, там не видно в камеру. В общем, послушайте. Вода уже вообще вверх поднялась. Ее давит и давит. Все выше и выше поднимает ее. Непонятно, почему так. Земля уже замерзла вся. Так что не зря я остановился. Дальше бурить уже вообще бесполезно было. Она бы на месте стояла. Потому что я заметил, бур уже не уходит в глубину. Просто я беру то, что оплывает по сторонам.
И смысла дальше уже буриться не было, просто трата времени. Фу. Топор уже намерз, не поднимается. Все, скважину закопал и породы набрал небольшой пакетик. Много уже брать не буду с собой, как в прошлый раз. Только самый низ взял немножко, пару килограмм. Итак, рассказываю, я приехал домой, еле доперся до машины. Пока сел в машину, целый час отогревался, пока машина нагрелась, потом пока салон прогрелся. Отогрелся, наконец, в себя пришел и поехал домой. В общем, я уже дома и приступаю к промывке. Вот порода, которую взял с собой сегодня. Получилось немножко, ну, где-то пару килограмм примерно. Вот так вот она вся скукожилась, приняла странную форму, похожая, форма похожа на странный объект. Сами понимаете, о чем я. И мои дробинки проверочные, 6 штучек, вернее полудробинки. Ай, одна заскочила между палец. 6 штучек. В общем, я сейчас разломаю их еще на половинке. Получится 12 маленьких штучек, более мельче их сделаю. И также закинем в породу и проверим работу, правильность промывки, правильно ли все идет по технологии или две. Я сразу буду бросать сюда, чтобы не мешались они мне в руке. Каждую половинку, еще раз на половинке. Напомню, в прошлом видео я взял 3 круглых дробинки. Эти 3 круглых дробинки разломал пополам. Получилось 6 половинок. И сейчас 6 половинок я еще напополам сделаю, чтобы они были более мелкими. И будет 12 четвертинок, скажем так. Вот я их всех закидываю сюда в породу. И промоем. Они должны остаться в разведочном лотке, в промывочном. Чтобы проверить теорию, одна целая останется. Чтобы проверить теорию, правильно ли я делаю промывку, и все ли тяжелые частицы остаются внутри лотка. Все. Одна целая должна остаться. Сколько их всего штучек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 маленьких и одна большая. Так, сейчас ставлю сюда воду. И все, погнали промывать. Как сейчас это сделать, конечно, в маленьком тазике придется изгаляться. Так, что-то я раньше не догадался. Сделаю сейчас подачу воды баночкой. Надо было какой-то кружкой или ковшиком, чтобы было поудобней. Ну да ладно, что есть в наличии, из того и сделаю. Так, быстренько импровизированный ковшик сделаю. Под руками банка валялась из-под семечек. Ой, все, туда вода упала. Капец. В общем, все уже ухалявил. Все в воде, весь пол. Ну ладно, продолжаем. Рукой неудобно подавать воду в лоток.
Так, в общем, я еще принесу сейчас чистой воды. Основную всю породу я промыл. Даже пока дробинок не вижу. Не знаю, где эти дробинки, половинки. Сейчас принесу чистой воды и в чистой воде доведу этот остаток. Тут осталось буквально грамм 10. Ну, естественно, пока ничего не видно. Вода уже мутная стала в этом тазике. И в мутной воде плохо булькаться, неудобно. Итак, смыл грязную воду из тазика, из большого. Верхний слой, нижний вместе с песком все остался. И сейчас добавляю чистой воды и буду в чистой воде доводить. Слышно, что дробинки булькаются на дне, шабаркаются по дну лотка. Я не знаю, сколько осталось их там. Но сейчас все домою, посмотрим, все увидим. Что-то у меня такое ощущение, что их там осталось гораздо меньше, чем я их закладывал в начале. В общем, глина вся уже скатилась сюда, на краешек. Я ее убираю. Мешает она мне вообще конкретно. Так, и наконец-то я вижу дробинки наши экспериментальные. Сейчас добавлю водички немножко. Итак, все основное я отмыл. Сейчас момент, возьму какой-нибудь гвоздик. Блин, пинцета нету, жалко. И достанем дробинки, посчитаем. Итак, считаем дробинки. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все дробинки на месте. Ребята, значит, делаю правильно. В общем, там было как у нас 10 половинок и 1 целая. Вот она, 1 целая осталась. И 10 маленьких половиночек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 1 большая. Все, дробинки на месте. Я их сейчас уберу, чтобы они мне не мешали здесь. И осталось довести еще немножко. Тут видно, что кварцевый песок еще есть, остался, плавает. Так что еще немножко доведу его и будем смотреть, что у нас есть на дне этого лотка. Кварца еще много плавает. Ну и черный, кстати, есть песок. Черный песок тоже есть. Сейчас все покажу. Сейчас доотмою этот белый, чтобы его поменьше было. Итак, рассказываю. В общем, все внимательно просмотрел. Попромывал вот этот остаточек, вот так потихонечку перекатывая течением, направлением воды создавая маленькое течение. И, к сожалению, вообще ничего видимого я не увидел. Есть какие-то на дне маленькие блестки, но, скорее всего, это не то, что нас интересует, это не золото. Ну и неудивительно, все-таки я в этой глине пробурился, закончил, вернее, бурить. Так до конца этой глины не дошел. Нужно было бурить глубже, но глубже уже вынимать невозможно было. Поршень слишком сильно заклинивал этой глиной. Глина прилипала друг к другу к бортикам, и я бур уже просто физически не мог достать. Не хватало сил. Один оборот, и бур уже не достается. Но все же, тем не менее, предания или легенды, как его сказать, информация была получена давным-давно. Раньше я к ней относился как-то шуточно, и только с возрастом стал понимать, что, возможно, это и правда. Человек, которого сейчас уже нет в живых, рассказывал, скажем так, я участвовал в этих разговорах, когда был маленький, слышал эти разговоры, и по его словам, он еще тот человек, которого сейчас уже нет, он, будучи маленький, бегали с детворой. Это были еще только начало Советского Союза, начало советских времен. И по этой реке искали, промывали золото. Раньше это было разрешено. Раньше добывали спокойно, без всяких проблем.
Они знали места, их точно так же учили старые деды искать золото, искать, промывать. И они бегали, искали и промывали. В общем, где-то оно есть на этой реке, но где, непонятно. Буду искать дальше. Друзья, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь. Ну и до скорой встречи. Всем пока. Я буду искать новые места, буду искать дальше золото и радовать вас своими походами. Всем пока. Быть добру.